Всем привет! Сегодня я к вам с французской выпечкой из готового слоеного теста, бездрожжевого, с миндальным ароматным кремом и яблоками. Очень вкусный получается пирог, подходит на праздничный стол, просто к чаю, быстро и просто делается. Попробуйте. Вот как сейчас показываю, в этом порядке и готовлю пирог. Тогда экономится время и быстро он готовится. В 150 грамм масла высыпаю 2 пакетика ванилина, можно и 1 пакетик ванилина высыпать. И 200 граммов сахара. Чуть-чуть сейчас перемешаю вилкой. Масло размягченное, я его не топлю. Просто мягкое масло постояло на столе. Я взбиваю вот таким вот венчиком до однородной массы. Даже миксер не беру, потому что делается все быстро достаточно. Разбиваю 2 яйца. Вообще я разбиваю 1 яйцо и 1 желток. Ну, можно и 2 полных яйца тоже использовать. И тоже смешиваю. Молотый миндаль. У меня без шелухи. И 1 ложку муки. Или можно вместо муки взять кукурузный крахмал. Тоже подойдет. И тоже просто до однородности перемешиваю. Все, начинка миндальная уже готова в использовании. Вот такая вот она получается. Можно поставить ее в холодильник, если сильно жарко. Если температура комнатная, можно оставить так. Она достаточно вот плотная получается. Пирог я делаю на 500-600 граммов. Вот у меня остается всегда вот здесь вот еще граммов 300, так я из него хворост делаю. И сегодня делаю на большой вот противень, который в духовке обычно стандартные черные прилагаются. Поэтому тесто у меня само здесь узковатое. Так я просто доставляю вот так вот, чтобы было на весь противень пирог. Делаю, прокалываю вилкой всю поверхность, чтобы не сильно поднималось тесто. Тесто размораживаю в холодильнике, и вот я его прям достала сейчас из холодильника. То есть на столе при комнатной температуре оно у меня не лежит. В этом случае мне не нужно, чтобы оно было хорошо поднятое, хотя это бездрожжевое тесто, но если оно долго лежит на столе при комнатной температуре, то оно поднимается, расходится. И ставлю при 180 градусов разогретую хорошо духовку, ставлю на минут 25. Хорошо должно подрумяниться. Яблоки нарезаю тонкими слайсами. Всегда нарезаю 3 яблока, а потом уже смотрю. Если не хватает, то дорезаю 4. Если хватает, то нет. Просто яблоки тоже разные бывают. Поливаю соком лимона. Ну, где-то вот так вот четверть лимона уходит у меня. Яблоку добавляется хороший вкус, и цвет просто не теряется. Вот так выглядит красавец после первого забега. И вот прям на горячий я ничего не жду. Раскладываю начинку. Она начнет уже подтаивать потихоньку. Всю начинку распределяю по всей поверхности. Выкладываю яблочки. Как бы внахлёст, но не совсем друг на друга. Прямо чуть соприкасаются они. Смазываю сливочным маслом яблоки, граммов 20 вот растопила. Чуть-чуть, не надо сильно обильно, но чуть-чуть, чтобы придать и сливочность, хотя сливочного масла достаточно уже в креме, но чтобы посыпать сахаром, то масло сливочное растопленное всегда хорошо с яблоками сочетается. Посыпаю сахаром сверху. Тоже не прям засыпаю, а чуть-чуть, чтобы была такая корочка. Вот сахар с маслом растопятся и образуют на яблоке карамельную корочку. Но она не будет твердой. И присыпаю миндальными лепестками. Если вы любите, чтобы прям много миндаля было, то побольше засыпайте. Если немного, то немного. И ставлю в духовку на 25-30 минут при тех же 180 градусах. Вот ровно 25 минут вытащила из духовки, даю полностью остыть. И когда пирог остыл, посыпаю везде сахарной пудрой. И я пирог сразу нарезаю на порционные кусочки, чтобы было удобно просто сразу брать и есть.
очень ароматный, вкусный, вот прям настоящая французская выпечка. И миндаль это, конечно, всегда, ну, для меня это the best. Очень вкусно и просто делается из готового слоеного теста. Только быстренько крем приготовила и поставила уже в духовку. Делайте такой пирог, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.